Вот и началось новое десятилетие мультсериалов, и открыл его нам новоиспеченный проект, которого мы ждали с 2016 года. Различные петиции в сторону Cartoon Network обратились в весьма интригующий проект под названием «Бесконечный поезд». Что это такое и чего мы ждали все эти годы, мы узнали, посмотрев полностью первый сезон. И сегодня я постараюсь высказать свое мнение насчет этого проекта, какие впечатления от просмотра были, чем был восхищен и чего не хватило лично мне, а также проведу детальную оценку столь бесконечно хайпового проекта. Ну что ж, с вами Веб, погнали! «Бесконечный поезд» – американский мультсериал от автора Денниса Уэйна. Сюжет мультсериала повествует историю девочки Тюльпаны и ее робота-компаньона Раз-Раз, застрявших в бесконечном поезде, пытающихся вернуться домой. Куда короче описаний в моих обзорах в жизни не было, и в буквальном смысле я был в шоке, что серии мультсериала будут длиться всего-то 10-11 минут. Сразу скажу, что для меня эти серии пролетели как мимолетный ветер, несущий огромный поток шторма и сумбурную бурю сюжета за собой. И оно неудивительно, ведь я узнал, что мультсериал действительно решили сделать мини-шоу. Оно и ладно. Первое, что мне действительно зацепило, это как раз таки уникальная концепция бесконечного поезда. Мне было и вправду интересно, что создатели состряпают из этой большой и очень уникальной идеи. Ведь здесь можно было напридумывать ведь все что угодно. И в целом я остался доволен той подачей атмосферы, которую создатели преподнесли. Нет, серьезно, я прочувствовал эту атмосферу. Особенно в начале, когда играет такая мистическая музыка под ремикс пианино и ударного гора. Это просто фонтан эмоций, которые сопровождают тебя весь мультсериал. Что я могу сказать о персонажах? Персонажей не очень много, однако вкупе с сюжетом мультсериала это можно понять. Но они очень хорошо проработаны, особенно главный герой, как это ни странно, Тюльпана. Этот персонаж с пилота очень изменился как визуально, так и характером, но я думаю, что стоит смотреть на все это чисто, будто бы я не смотрел пилот. Тюльпана как персонаж цепляет меня тем, что она увлекается программированием и вообще любит создавать игры. Да, таких людей нам не хватает в наше-то время геймдева. Думаю, она бы разрабатывала Stalker 2. Сходу тиражи бы подняла. А если серьезно, то меня это порадовало, потому что Тюльпана постоянно использует эти способности в различных ситуациях. Да и вообще, как повезло, что в бесконечном поезде нужно мыслить логически. Меня радует также, что биографии Тюльпана не сжадничали и раскрыли персонажа так, как надо. Эти различные напряжения с отцом и с этим чертовым разводом неплохо так раскрывают Тюльпану как персонажа. Сама же Тюльпана — это персонаж с характером и очень непростым. Она 13-летняя девочка с весьма крутыми принципами любого типичного программиста или разработчика игр. Это круто, ибо других таких персонажей у меня на уме не сохранились, а тут во какое решение. Правда, Тюльпана путешествует не одна, ибо вначале она встречает второго по значимости персонажа, робота-компаньона Раз-Раз, который является двуличным. Этот робот вызывает у меня только положительные эмоции. Реально, он тут в тему, всегда постоянно смешит и все такое. К этому роботу проявляешь реальную симпатию, ведь он милый и вообще нечего про него сказать. А вот что я скажу о главных антагонистах, так как тут меня сплошные вопросы. Так по мне, антагонисты не очень, они легко читаются и честно не вытягивают свою часть сюжета. Единственное, что их вытягивает, так это банальная недосказанность или малый хронометраж в кадре, а главный антагонист так вообще клиширован во все рамки. Его пытаются раскрыть, но честно, я не смог сопереживать ему. Кому я реально сопереживал, так это к собачке Атикусу. Над ним сюжет был мало благосклонен, а в конце так вообще не ожидал такого поворота событий. Сюжет. Что я скажу о сюжете? Он упирается в мистику и правильно делает.
Странностей в бесконечном поезде хватает. Это метка, бесконечные поезда, робот, постоянно преследующий тебя, столько неразгаданного. Никогда не узнаешь, что будет ждать тебя в следующей серии. И это, наверное, и делает мультсериал вкупе с персонажами интересным. Однако есть некие недосказанности, но это, я думаю, нужно оставить на итог. Мультсериал «Бесконечный поезд» — это отличная мистическая история, рассказывающая весьма интересную историю 13-летней девочки, попавшей в бесконечный поезд. У меня очень положительные эмоции от этого мультсериала. Эмбиент, рисовка, главный персонаж, загадочность уникальной и весьма хайповой концепции затягивает и не отпускает. Все это круто, я испытал неповторимые эмоции. Да вот только чего-то не хватило. Ну чего-то. И тут в дело входит конкретика. Увы, из-за неудачного жанра мини-шоу и плохого раскрытия антагонистов и неподачи ответов на все вопросы по принципу, как устроен циферблат на руке, бесконечен ли поезд, как антагонисту удалось построить поезд или же попасть на него, сколько вопросов остались без ответа или же ответа, но очень размытого. Однако, 9 из 10. Отлично! Я надеюсь, что во втором сезоне, который недавно анонсировали, учтут ошибки и отшлифуют и без того прекрасный проект. Ура, Cartoon Network! Вы молодцы! Ну а с вами был Веб. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пока. До скорого. Подписывайся на мой плейлист. Он внизу. Да-да-да, его нет. Всем пока. С вами был Веб.